Друзья, попа барана, короче. Как будто застряли в 90-х годах. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Солнечного Маньяка, и в этом выпуске угадайте, где же мы находимся. Судя по этому свежему воздуху, судя по величественным зданиям позади меня и судя по, может быть, несколько знакомому интерьеру. Конечно же, дам вам несколько подсказок. Во-первых, это один из самых густонаселенных городов Центральной Азии. Во-вторых, этот город был одним из центральных на Великом Шелковом пути. В-третьих, этот город является одним из древнейших городов на нашей планете, и упоминался он еще 2000 лет назад до нашей эры. Конечно же, речь идет о столице радушного, гостеприимного и замечательного Узбекистана, о городе Ташкент. В этом ролике мы узнаем немного об истории этого места, о том, почему этот город стал столицей и почему он ею не был, о том, кто обитает в этом городе и с какими проблемами и сложностями он сталкивается. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх этому ролику, и мы начинаем. Но сначала нам нужно добраться до этой радушной страны. Узбекистан располагается в самом сердце Средней Азии и граничит с 5 странами. С Казахстаном на севере, Киргизстаном на востоке, Таджикистаном на юго-востоке, Афганистаном на юге и Туркменистаном на западе. Несколько часов незаметного полета, и мы на месте. Ташкент, встречай нас! Ну что ж, дорогие друзья, мы уже прибыли в аэропорт. Как говорится, ранние пташки. Да, мы приехали, здесь время на 2 часа вперед, и мы были первыми, поэтому очень-очень быстро все прошло. Очень маленький аэропорт, вот, и долго нас не задерживали, сразу пропустили. И мы уже сразу с первыми лучами солнца, которых даже нету до сих пор, идем изучать город. И пока достопримечательности города все еще нежатся в лучах солнца, не желая открываться так рано, гостеприимство узбеков, которое, кажется, не дремлет ни минуты, уже встречает нас с самых первых минут пребывания в городе. Кстати, здесь, если заметил, я сейчас выезжал с парковки, сказал: брат, спасибо. Здесь брат — это вообще абсолютно нормально. То есть, если ты говоришь брат, все, и то, что тебя там будут называть брат, сестра, то есть вообще даже, наверное, не стоит. Несмотря на то, что на часах всего лишь 7 утра, в Ташкенте можно найти места, где двери открыты для туристов даже в такое раннее время. Например, гостей встречает одна из центральных мечетей столицы. Позади меня мечеть Майнур, как говорится. То есть как будто бы маленькая, небольшая, на самом деле она огромная. И вы видите вот эти замечательные просто узоры в узбекском стиле. Нам очень повезло, потому что, несмотря на очень-очень раннее утро, она открыта. И, к сожалению, да, с одной стороны, она открыта для туристов, с другой стороны, все равно ты полностью ее посмотреть не можешь. То есть ты можешь посмотреть снаружи, да, как внутри все обустроено, как там люди молятся, но ты не можешь зайти, ты не можешь помолиться. Но это особенность, на самом деле, очень многих мечетей. Вот, в любом случае, это не умаляет, не уменьшает ее красоты, вот этой чистоты, вот этих вот узоров и многого другого. Но какими же красотами можно любоваться на голодный желудок? Даже самые изящные мечети не сделают тебя счастливым до первого кусочка свежей, горячей и замечательной ташкентской самсы, конечно же. Поэтому именно с 8 утра толпы людей можно заметить не возле мечети, а в замечательном месте напротив нее. Ведь именно здесь, как говорят, делают одно из самых вкусных национальных блюд страны. Что ж, друзья, мы уже находимся в предвкушении. Все потому, что нас ждет увлекательная встреча с самой очаровательной женщиной. Конечно же, с самсой. Здесь самса с разными видами, как говорится, из говядины, с бараниной и даже с тыквой, как нам сказали. Но пока ты ждешь, да, тебе совершенно не скучно, потому как вокруг тебя вот такой вот колорит, вот такой вот замечательный интерьер. Здесь и национальные костюмы, здесь и роспись, вот это вот замечательное тоже. И в целом как будто ты находишься, да, у кого-то в доме. В ожидании заветной божественной пищи скучать не приходится. Секретами приготовления коронного блюда здесь спешат поделиться со всеми посетителями. И за процессом работы может понаблюдать любой желающий. Смотрите, как проходит процесс работы. Вот так вылепливается самса. И вот все это кладут вот в такие печи, огромные, просто глубокие. И здесь как раз она выпекается. И вот такая очередь. Очередь говорит сама за себя, как говорится, насколько это место популярное, насколько здесь классно и вкусно. Буквально 15 минут при огромных очередях, и ваша самса с любым вкусом готова. А вместе с ней один из самых замечательных напитков Востока. Друзья, за что я действительно обожаю Азию и Восток,
как это за мой любимый чай, который уже с сахаром. Представляете? Я не знаю, пробовали вы это когда-нибудь или нет, но в чайнике уже чай сладкий, уже с сахаром. Как говорится, ставьте лайк, если хотели бы себе такой чай. И если вы жить не можете без напитков с добавлением сахара, как и я. После такого сытного подкрепления можно свернуть любые горы. И мы как раз отправляемся на возвышение, которое виднеется почти из любой части города, к Ташкентской телебашне. Мы, конечно же, не могли не сделать этого, а именно не подняться на эту телебашню, поскольку она действительно высокая, и поскольку она вообще считается одной из самых высоких телебашен в мире. И здесь, кстати говоря, экспозиция, перед тем, как вы подниметесь, экспозиция показывает, где еще находятся телебашни достаточно высокие. Например, есть телебашня в Берлине, есть телебашня в Сиднее, и как раз идет сравнение, например, по размеру, да, по высоте между этой башней и башней в этих других городах или странах. Вот. Некоторые из них достаточно причудливые, вот такие вот модельки. Вот. И это, как говорится, последний вздох перед тем, как люди, которые боятся высоты, наконец-то смогут побороть свою фобию. Ташкентская телебашня, однако, оказалась настоящим музеем музеев. Поднимаясь все выше к самому пику сооружения, успеваешь побывать на нескольких совершенно разнообразных по тематикам экспозициях. Так, друзья, ну вот чего мы точно не ожидали увидеть в музее телебашни, как говорится, так это музей радио. На самом деле в Узбекистане очень много частных вещей, в том числе частных музеев, поэтому не удивляйтесь, если вы в каких-нибудь государственных достопримечательностях национальных сможете увидеть вот такую вот чью-то шарманку, как говорится, или коллекцию шарманок. Добравшись, наконец, до столь долгожданной точки, ты понимаешь, что именно подъем сюда был, пожалуй, самой интересной частью, а вовсе не то, что видишь на финише. Ну что ж, друзья, если вы думаете, как же выглядит этот замечательный вид самой высокой телебашни в мире, вы не представляете, это картина, ради которой просто стоит жить. И посмотришь вот так вот, с этого вида замечательного, и думаешь, а зачем я вообще живу, друзья мои? Вот он, вид на новостройки, на спальные районы, на озеро и на пасмурность, серость, к сожалению. С погодой нам не очень повезло, поэтому 100 раз подумайте, стоит ли ломать этот образ невероятный, башни. И все же, наверное, главной фишкой многих зданий Ташкента можно считать не столько их внутреннее содержание, сколько их необычный внешний вид. Ведь где еще в мире вы найдете телебашню или национальный музей, столь бережно укутанные в традиционные узбекские узоры? Ну что ж, друзья, вы спросите меня, что же находится позади меня? И самым очевидным ответом будет, конечно же, мечеть. Но нет, друзья, это музей. Причем посвящен он не самой веселой, однако, теме. Музей политических репрессий. Конечно же, Узбекистан, как страну бывшего Советского Союза, коснулись и политические репрессии. И в каждой стране, в каждом городе бывшего Советского Союза, конечно же, такое место должно быть. Но только в Узбекистане оно украшено вот таким образом, что добавляет несколько приятных таких оттенков, красок и небольшую нотку радости в эту огромную бочку дегтя. Ну а за большой ложкой, или даже, вернее сказать, бочкой радости, мы отправляемся в главную точку притяжения такого колоритного города. Разумеется, на главный рынок. Ну что ж, друзья, небольшая для вас загадка. Без чего не может обходиться город, который некогда стоял на Великом Шелковом пути? И ответ очень простой, и находится он позади меня. Конечно же, без огромного базара и рынка. Здесь можно купить буквально все. И если вы когда-нибудь окажетесь Робинзоном Крузо или Маугли, которые прибыли ниоткуда в никуда, уверяю вас, только на этом базаре вы можете свою жизнь собрать заново по кусочкам. И сейчас я покажу вам как. Итак, шаг первый. Вам нужна новая одежда и место для ночлега. Спешу вас обрадовать. На главном рынке Ташкента вы найдете все, начиная от всевозможных традиционных костюмов и заканчивая коврами на любой вкус и цвет, мебелью и предметами интерьера. Потом, вероятно, вы захотите перекусить. И в этом плане Чорсу просто не знает себе равных, ведь еда здесь самая разнообразная и самая свежая в мире. Я отсюда мне не надо, Ака, спасибо. Я местный. Такого винограда нет нигде. Нигде нет не только такого винограда, но и вообще таких овощей и фруктов в целом.
Ведь в Узбекистане свежие продукты – это базовый минимум, тогда как для многих из нас это давно уже невиданная роскошь. Друзья, ну на самом деле, конечно, без лишних слов, это просто фруктовый, овощной, витаминный рай. Здесь все практически можно попробовать, убедиться в том, подходит вам это или нет. И, конечно, большее количество фруктов и овощей производится здесь, некоторые завозные, но да, все как с картинки журнальной, только натуральное, да? И никаких галлюциногенов, никаких ГМО и всего прочего. Если вы предпочитаете больше молочные продукты, переживать все еще не стоит. Ведь рынок с удовольствием познакомит вас со всеми существующими видами сыра, многие из которых окажутся для вас диковинкой. Говорится, думаете, что это сладость, рафаэлка, конфетка? Нет, это сыр. Короче, сказали, что никто его не будет есть, кто не местный, но кто, если не я, это сделает сегодня, друзья. Но он, кстати, не такой плохой, реально. Он кисловатый. Соленый, да. Как будто сильно козий сыр, короче, просто козий. Но да, сыр-косичка, только немножечко подпорченный, короче, получается. Если же вы любитель приправленной пищи, вы снова по адресу. Все существующие в мире приправы в вашем распоряжении. Главное – разобраться в их названиях. Так, ну что, вот, пожалуйста, название всех этих трав. Друзья, пишите в комментариях, кто из вас хочет попробовать спорыш. Спорыш – это тот, кто любит спорить, или тот, кто размножается спорами. Вопрос один, как говорится. Но вот такие интересные вещи. Особое удовольствие доставит прогулка по рынку сладкоежкам. Ведь на Чорсу вы найдете все необходимое для идеального чаепития. Друзья, вот как вы думаете, что это за кристаллы? А это на самом деле не кристаллы, это на самом деле растворимый сахар, который добавляется в чай. И можно заказать как раз тот самый чайник уже сладкий, потому что в них растворили вот это чудо. Вот, и можно купить в разновес, как говорится, сколько вам нужно. Ну и, конечно, как обойтись без главного блюда Узбекистана, известного на весь мир? Как же уйти без продуктов к плову, которыми переполнены все прилавки Чорсу? Даже если вы ленивый человек, не желающий потратить несколько часов на готовку, переживать не стоит. Здесь вам нарежут и подготовят все овощи к плову. Главное, подходите и берите на здоровье. Здесь готовы, чтобы тебе дома не резать, грубо говоря. Здесь пришел, сколько надо купить. То есть для ленивых. Классический. Это желтая морковь, классический плов готовится из желтой моркови. Да? А почему не... Из желтой, чтобы цвет был, потому что она другая, она не дает столько сока, классический плов из желтой. Вау, Без красной можно. шок. Как после этого делать плов теперь из обычный? Но что же выбрать любителям более экзотической пищи на рынке? Радоваться вместе со всеми. Специально для гурманов здесь найдутся даже съедобные камни. А что за камень справа? Да, вот это что за камень? Соль. Очень интересный. Его кушают? И это тоже получается? Не, оба можно кушать. Угощения отыщутся и для любителей мясной экзотики. Причем даже самые опытные мясоеды удивятся тому, какие органы животных можно употреблять в пищу. Попа барана, типа? Да, баран. Да, это такой сорт барана, короче, у него жопа. Если сейчас делаем... Это сейчас... Вот это? Да, это, друзья, попа барана, короче. Вот так она выглядит. А вы думали как? Продукты мы все купили. Но что же делать с посудой? Все очень просто. Здесь вы найдете не только приборы для застолья, но и сможете съесть их вместе с основным блюдом. Друзья, кому в детстве спросили, чтобы пальчики там облизать, чтобы тарелку съесть, вот, пожалуйста, как выглядит на самом деле эта самая тарелка. Реальная, хлебная, реально можно съесть полностью. И с разными вкусами, между прочим. Ну а если готовить вам невмоготу или некогда, доверьтесь ташкентским профессионалам. Голодными отсюда вы точно не уйдете, а впечатления от блюд еще надолго останутся в вашей памяти. В простонародье у нас это прозвали сейчас обжорным рядом. Как это называлось раньше, не знаю, но
это здесь очень давно. Здесь, в общем, все, что есть национальное, все можно попробовать. Любые виды шашлыка. Да, дальше это нары. Это тесто, грубо говоря, там с мясом. Это режется. Его можно с бульоном, может быть с бульоном. Это хасы. Грубо говоря, там вот кишки, как колбаса, как бы из натуральных кишок. Ну, местное блюдо, очень вкусно. Интересно. Да, это шашлык. Здесь можно такие эксклюзивные вещи покушать. Ой-ой. Ой-ой-ой. Также есть Как будто рыба. головы чьи-то, да? Да. Это так и есть. А чьи головы? Я так понимаю, это, наверное, да, это, наверное, Ой. ну, Я можно вот такую спросить. Хотели бы такую, Можно как говорится. Пишите. Вот есть языки, да, это баран. Можно вот, курицу попробовать. Ага. Вот, соответственно, есть здесь супы. Я То есть все шурпа есть, как шурпа, лагман, нарыль, суи. все виды, да? Да, также здесь продают самсу. Вон там казан зайдет. Хоп, рахмат. Ну, основное, конечно, здесь шашлык. И еще есть такие вещи, как ханум. Я сейчас покажу. Такой ханум? Да, такой ханум сейчас мало где делают. Это вот именно тот ханум, который делался там раньше в Узбекистане. Такой он весь в томате, когда нужно кушать там. Ты будешь весь грязный в томате. Здесь одно из немногих мест, где его до сих пор продают. Он с картошкой. Вот сегодня мы кушали самсу на миноре, а сейчас здесь вот есть самса. На мажоре. Видите, да, типа. Видите, вон там косточка торчит. Это совсем да. другая самса. На кости. Это совсем другая самса. А вот то, что ханум, я говорю, это вот это. Вот. Это реально, я не знаю, наверное, на мантышнице делается. И вот все это в томате. Да, весь грязный, но сытый, довольный. То есть стоит попробовать. Да уж, самое сложное на таком рынке – выйти из него. С большим трудом нам удается это сделать, и мы двигаемся к другим жемчужинам города, его старинным сооружениям 14-16 веков. Что ж, а мы, преодолевая вот эту пыльную бурю, которая находится вокруг нас, находимся уже в старом городе. В старом городе, где огромное количество заключено, сосредоточено достопримечательностей, которые сохранились, несмотря на жизненные обстоятельства, несмотря на землетрясения, несмотря на какие-либо перестройки и реновации города. И позади меня вот это замечательное, красивейшее просто здание, это, конечно же, Бердес. Что это такое? Это учебное заведение. Есть различные ешивы, заведения, в которых учатся, например, там, да, все, что связано с иудаикой. Есть воскресные школы для христиан, а есть то же самое для мусульман. И давайте посмотрим, что же есть внутри, и можно ли туда зайти туристам. История появления медресе как мусульманских учебных заведений уходит корнями примерно в XI-XII век. И хотя в Узбекистане, как и в других государствах Средней Азии, они появились далеко не сразу, данное медресе Кукельдаш является крупнейшим из 23 существующих медресе старого города. Оно было возведено во второй половине XVI века и за все время своего существования успело послужить и учебным заведением, и караван-сараем, и даже крепостью, где казнили женщин. Сейчас любой желающий может прийти сюда и узнать, как же все-таки проходил процесс поглощения знаний в мусульманской традиции. Друзья, посмотрите, так выглядят комнаты, в которых проходят занятия. Обычно сюда люди оставляют здесь свою обувь. Вот, пожалуйста, коврик, и внутри вот так. Конечно, основное внимание в процессе обучения уделяется Корану как главной мусульманской книге и другим составным частям исламской традиции. Тем не менее, выпускники медресе могут похвастаться и своими знаниями в светских науках, таких как математика, физика или астрономия. Короче, друзья, уникальная возможность. Здесь можно не только посмотреть, как проходят уроки, но и заказать собственную закладочку или даже целую, там, я не знаю, целый листок
со своим именем на арабском языке, потому что здесь проходят уроки каллиграфии. Как я уже сказала, здесь обучают религиозному искусству ислама. И поэтому, конечно же, какой же ислам без каллиграфии, без правильного написания слов на арабском и так далее. Поэтому, друзья, любой каприз за ваши деньги. Осмотрев одно из самых старинных медресе, мы отправляемся к ансамблю Хазарти Имам, самому сердцу старого города, где располагаются фантастические мечети, мавзолей, медресе и древнейшие реликвии. Ну что, друзья, как говорится, в разгар плановой электрификации или стройка идет полным ходом. Ну а мы тем временем находимся в исторической части города. Да, ремонтные работы, как говорится, решили немножечко скрасить наше наслаждение этим местом. Но тем не менее, друзья, обратите внимание, какое здесь количество достопримечательностей в одном месте. Обратите внимание на этот удивительный материал, из которого сделан, например, вот эта вот замечательная мечеть, и та, и та, и та. Обратите внимание на то, какой узкий, какой тонкий кирпич, из которого все это сделано. Просто фантастически, на самом деле захватывает сердце. Ну а дорогие рабочие, на самом деле им повезло, потому что они могут лицезреть эту картину все минуты своего трудового дня. Ансамбль был возведен около могилы имама города Ташкента, великого ученого, знатока Корана и хадисов. Согласно историческим источникам, он также был мастером по изготовлению замков и ключей, за что получил прозвище «Кафаль», что означает «замочник», владел 72 языками и перевел Тору на арабский язык. Смотрите просто на масштаб этой постройки, этой мечети. Где еще можно такое увидеть? Ну, конечно, возможно, в Абу-Даби каким-то чудом. Кто не смотрел этот ролик, пожалуйста, приглашаю вас, посмотрите. Но, тем не менее, вот этот вот авторский узор, орнамент, который свойственен именно для этого региона и для Узбекистана, он неповторим. К сожалению, сейчас идут реконструкции активные, да, мы видим, из-за этого многие части, к сожалению, закрыты. Но это не мешает полюбоваться всем этим снаружи, да, потому что иногда изнутри это выглядит не так масштабно и не так примечательно, как это выглядит снаружи. Одной из главных ценностей комплекса является сохранившийся здесь Коран халифа Усмана, третьего из праведных халифов в исламе. Изначально он хранился в Медине, затем в Дамаске и в Багдаде. Из Багдада в Самарканд его перевез великий полководец Тамерлан, о котором речь пойдет позже. В Ташкент он попал из Санкт-Петербурга, где священную книгу проверили на подлинность и вернули в столицу государства. Друзья, вы не поверите, насколько нам сегодня повезло с погодой. Начался дождь в Узбекистане. На самом деле погода здесь и климат здесь в целом достаточно хороший, достаточно мягкий. Да, здесь бывает прохладно, но не сказать, что бывает очень снежно, например, зимой. Лето здесь тоже не супер-супер прям пупер жаркое. Вот, и в целом оптимально здесь находиться, но дождик, естественно, поскольку мы все-таки находимся, да, не на севере, редкое явление. И сегодня оно нас коснулось. Как думаете, хороший ли это знак? Пишите в комментариях. Тем не менее, даже такая переменчивая погода позволила нам насладиться масштабным комплексом, вокруг которого, как видите, идут активные реновации и плановые расширения. Короче, друзья, посмотрите, идет активная стройка вот этих вот замечательных зданий здесь. И мы поинтересовались, спросили, что это. Нам сказали, что здесь строится гостиница. Так что кому-то повезет в ближайшее время жить вот с таким вот замечательным видом на всю вот эту вот прекрасную площадь. Конечно, такая величественная архитектура и особый стиль исламских построек, который уже стал визитной карточкой страны, все это заслуга легендарного правителя Узбекистана и соседних государств, слава и мифы о котором до сих пор поражают воображение историков и обывателей. История Ташкента, как и многих других городов Узбекистана, знает огромное количество нашествий, огромное количество правителей, которые здесь останавливались. Но говоря конкретно об истории Ташкента, нельзя не упомянуть и таких великих личностей, как Тимура и его команду. Хотела сказать, на самом деле, его династию, которая привела город к рассвету, которая повысила его значимость для соседей и для, собственно говоря, самой страны и сделала очень-очень многое для того, чтобы Ташкент стал великим, как говорится, снова. Поэтому здесь располагается его сквер, его площадь, ну а также музей этой династии, которая усовершенствовала Ташкент.
Амир Тимур, великий правитель и полководец, происходящий из небольшого городка Шахрисабз, неподалеку от современного Самарканда, опирался во всем на наследие великого Чингисхана и называл себя «мечом ислама», успешно одержав победу над крестоносцами и христианскими армиями во всех своих наделах. Не менее мощной оказалась и его династия, многие члены которой внесли значительный вклад в культурное и научное развитие покоренных регионов. В целом генеалогия Амира Тимура насчитывает 194 человека. Самые известные потомки – это потомок Мираншаха, Захируддин Мухаммед Бабур. Он завоевал Индию в 1526 году, и его внук Шах-Джахан, который построил Тадж-Махал в Индии, и сын Шахруха Улугбек Ураган, то есть Мирза-Улугбек. Он был великим ученым-астрономом, который построил обсерваторию в Самарканде. Далее я вам покажу макет этого сооружения. Великий лидер запомнился не только военными достижениями, но и периодом расцвета архитектуры. Каждое победоносное событие на поле боя увековечивалось постройкой грандиозных мечетей, мавзолеев, караван-сараев и бань. Щедрость Амир Тимура в этих делах сопряжена с идеологическими и политическими причинами. Все построенные им сооружения должны были демонстрировать силу, могущество и величие его империи. Северная Африка, Европа до Москвы, Азия получается. Полмира он завоевал после Чингисхана на востоке. Но люди в то время думали, что он завоевал полмира. Почему? Еще не знали Америку, Австралию. Самарканд в то время был столицей государства Амира Тимура, а Шахрисабз – это город, где сам родился Амир Тимур. Согласно историографии, Амир Тимур был настолько одаренным и непревзойденным полководцем, что не проиграл ни одной из своих многочисленных битв. Даже смерть настигла его в одном из завоевательных походов, когда Тамерлан пошел на Китай в 1405 году. Как шутят местные, если бы он тогда не погиб, сейчас бы в Китае говорили на узбекском языке. Кто знает, возможно, так оно и есть. Ведь кто вообще может состязаться с богатырями-воинами Тимура, доспехи которых были тяжелее, чем масса тела некоторых наших современников? Кольчуга весом около 7-8 килограмм. Это для пехотинцев 14 века. Оригинал. Обратите внимание, кольчуга как будто для подростков, да? Средневековые люди были маленькими. Это сталь. А вот следующая кольчуга предназначалась для конницы, вес около 15-20 килограмм. Это передняя часть железа. Если они падали с лошади, они сами не смогли встать. Почему? Масса была тяжелая. Конечно, фигура такого легендарного правителя является примером для подражания и современным политическим деятелям Узбекистана. А скульптуры великого Амира Тимура украшают каждую вторую площадь городов страны. Друзья, посмотрите, какая площадь здесь замечательная. Здесь гостиница «Узбекистан» в таком стиле. Что-то напоминает. Пишите в комментариях, какую гостиницу напоминает. Мне лично напоминает гостиницу «Космос» в Москве. Значит, дальше, пожалуйста, основатель, конечно же, династии, да, и тот, в честь которого названа эта площадь. Однако не Тамерланом единым насыщает Ташкент своих гостей. Ведь относительно недавнее прошлое и тесные связи с Российской империей также дают о себе знать. Если вы, друзья мои, по каким-то причинам думали, что Ташкент – это дитя или дело рук наследия тимуридов, монгольского нашествия и других султанов мусульманского происхождения, то, конечно же, вы глубоко заблуждаетесь. Первый момент. Удивлю вас тем, что в Ташкенте есть огромное количество православных церквей. А второй удивительный момент находится прямо у меня за спиной, за этим забором, через который, конечно же, никто не пройдет. А это не что иное, друзья мои, как венец творения дома Романовых. Да-да, наших любимых Романовых, которые создали Российскую империю. А все почему? А все потому, что когда-то Российская империя была главной противницей османской. И когда-то в свое время Российская империя отвоевала этот кусок замечательной, дружелюбной, радушной земли у османов. Таким образом, Узбекистан стал частью впоследствии уже Советского Союза и так далее. И здесь, конечно же, нельзя забывать о русском, так сказать, наследии, о русском следе. Вот сейчас это здание находится, к сожалению, посмотреть его можно только за пределами, только находясь здесь, перед этим замечательным забором, потому что оно охраняется, внутрь нельзя пройти, потому что там находится посольство, но мы находимся здесь, и мы любуемся этой архитектурой, которая на самом деле в корне отличается от той, что мы видим в старом городе Ташкента. Однако, если вы немного утомились от роскошных построек исламского ренессанса и костелов церквей, вашему вниманию с удовольствием предстанут знакомые пейзажи общего советского и постсоветского прошлого, которых в Ташкенте также предостаточно. Так, ну а тут, друзья, как говорится, если вы помните вдруг ваше детство, тот самый парк
у озера или в вашем маленьком городе, вот оно. Именно здесь можно поиграть в тир, можно поразвлекаться, можно что-нибудь прикупить в сувенирчике. Камни по гороскопу, блин. Так, где они? Да, вот они. Короче, ностальгия полная. Неоднородность архитектуры и разброс интересных мест по городу просто поражает воображение. Ведь между одной интересной точкой до другой можно пройти расстояние из нескольких километров. Что ж, друзья, мы находимся сейчас в одном из центральных районов города, и надо сразу признать, что Ташкент – это неоднородный город, в том плане, что нет здесь такого, что вот есть какой-то условный центр, площадь, на которой сосредоточены абсолютно все достопримечательности. Есть старый город замечательный, в котором мы были, есть другие достопримечательности, есть памятники, есть более новые какие-то сооружения и постройки, которые тоже относятся к центральным, относятся к центру, но при этом находятся не в условном центре. Вот, поэтому все разбросано по разным частям города. И от этого как бы здесь еще на самом деле интереснее становится гулять. И если исторически старый город полностью погрузит вас в 14-16 век, то некоторые современные кварталы и новостройки с удовольствием вернут вас в 21. Ведь многие из них по развитости не уступают Дубаю или Дохе. Почему такой элитный район, типа? Да, на первом этаже здесь все типа лакшери магазины. Ну, сам он тоже прикольно выглядит. После санкций Филипп Киркоров приезжает одеваться сюда. Помимо гонки за брендами и возведением небоскребов, в Ташкенте активно занимаются и облагораживанием окружающей среды. Находясь в этом замечательном месте, где меня, скорее всего, едва будет слышно, я хотела сообщить вам еще один не менее занимательный факт о Ташкенте. Ташкент занимает одно из лидирующих мест в мире по количеству фонтанов в одном городе, как говорится. И на самом деле они действительно украшают ситуацию, они действительно являются гармонией, они действительно составляют букетную композицию в этот ассортимент цветов, садов и зеленых каких-либо участков, да, потому что это действительно украшение города. Друзья мои, если согласны со мной, если вы согласны со мной, ставьте палец вверх этому ролику, что в любом городе должно быть больше зелени, больше деревьев, больше фонтанов и больше свежести и меньше духоты. Тем не менее, несмотря на многочисленные попытки сделать город зеленым, экологическая ситуация Ташкента по-прежнему вызывает беспокойство из-за промышленности и периодических пыльных бурь, из-за чего столица Узбекистана занимает далеко не последнее место в рейтинге самых загрязненных городов мира. К счастью, в нескольких минутах от Ташкента находится настоящая природная жемчужина, где можно сполна надышаться свежим воздухом. Друзья, буквально 1:40 от Ташкента, шумного промышленного города, и вы здесь. Чем вам не Швейцария, как говорится, прозрачная голубая вода, вид на горы, природа, свежий, наконец-то, воздух и просто благодать, друзья. Чарвакское водохранилище, или, как принято его называть, Ташкентское море, это искусственный водоем, который находится на месте слияния нескольких рек. Говорят, на месте современного озера-моря находился поселок еще 2000 лет назад, а в самом поселке был родник, который, по преданию, посещал сам Александр Македонский. Правда это или нет, проверить вряд ли удастся. Но факт нахождения здесь чистейшего, манящего и притягивающего местных и туристов водоема сомнений никаких не вызывает. Ну что ж, друзья, мы все-таки доехали, и хоть здесь было очень сложно остановиться, все равно мы здесь, и открывается вот такой фантастический, замечательный вид. Многие могут не поверить, но когда-то здесь можно было купить квартиру, точнее домик, вот в таком замечательном месте, вот здесь, на этих горах, буквально за $50-100, друзья. Но это было время нашей немолодости, это было время до нашего рождения, это были наши 90-е годы. Сейчас, конечно, все это чудо, вся эта красота стоит больших средств, потому что всем хочется подышать, всем хочется приехать на природу, всем хочется писать здесь картины, сидеть на пленэре, как говорится. Вот, поэтому и мы сегодня тоже наблюдаем за этой красотой, покинув городскую цивилизацию. Сейчас все курорты вокруг водоема с трудом можно назвать дешевым отдыхом, особенно по меркам Узбекистана. Однако для тех, кто не пожалеет средств, развлечений будет предостаточно. И турбазы, и дома отдыха, и канатные дороги, и все для сноуборда и лыж в зимнее время. Это одна из первых канат. Она вообще первая.
канатная дорога. Во всем Узбекистане? Наверх, не знаю, но вот в Ташкенте это первая канатная дорога. Наверх можно было подняться, спуститься можно было на ней же, либо на лыжах. Здесь есть лыжная трасса. Как известно, на природе аппетит пробуждается быстрее и сильнее всего. И мы, следуя призывам организма, отправляемся на дегустацию, пожалуй, главного узбекского блюда – плова. Дорогие друзья, если у вас уже текут слюнки, то, конечно, я спешу вас обрадовать, чтобы немножечко позубоскалить над вами, потому что сейчас у нас начинается настоящий рай, мы начинаем пробовать плов. Здесь огромного количества просто пловов. Я в жизни бы не подумала, что их может быть столько видов. И сегодня я пробую свадебный плов, хотя свадьба была у меня уже в жизни, и второй раз я его повторять не планирую. Вот такая огромная просто порция, и отличается он от особого тем, что он не, ну, он на обычном масле просто, да, не на оливковом, в общем. Поэтому, друзья, вот так. Радость от таких обильных порций и от диковинных видов, казалось бы, понятного и привычного нам плова, далеко не единственная положительная эмоция в Ташкенте. Ведь в абсолютном большинстве заведений сопутствующим эффектом будет приятное удивление от цен на обед или ужин. Ну, вы спросите меня, наверное, как здесь цены. А цены здесь как будто застряли в 90-х годах. На самом деле, реально, несмотря на то, что было подорожание, несмотря на то, что везде все дорожает, несмотря на то, что сюда приехало огромное количество релокантов, которые сильно подняли цены на аренду жилья, все равно наш замечательный ужин, состоящий из 10 примерно пловов, разных закусок, обошелся нам примерно в 2000 рублей. Ну, я не знаю, сколько, $20, типа, реально на троих вполне себе можно поесть. В общем, друзья, просто сказочно. И здесь нету супер пафосных ресторанов, которые сдерут с вас в 3 шкуры. Поэтому, да, это был пафосный ресторан. Постепенно наш второй день прогулки по городу завершается, и нас мучит вопрос: умирает ли город ночью? Можно ли найти здесь развлечения после заката, или лучше не мучить себя поисками и остаться дома? Сейчас поедем и выясним все сами. Друзья, вы спросите, где я нахожусь? Ну, конечно, вопросов и сомнений никаких нет. Я нахожусь в Диснейленде, Парижа. Но нет, это место находится в Ташкенте. Вот такой замечательный парк аттракционов, развлечений, ресторанов, кафе. Все светится, все сияет. И все доступно и бесплатно для любого желающего. Несмотря на то, что этот парк развлечений все же закрывается в 10 вечера, город еще много что может предложить особо активным туристам и местным жителям. Проезжая к центру, мы случайным образом попадаем на городской концерт с живой музыкой, насладиться которым можно даже без билета. Все публичные мероприятия вечернего или ночного Ташкента проходят очень гладко, ведь за порядком пристально следят полицейские. Именно поэтому нет никакой необходимости в том, чтобы бояться за сохранность личных вещей или ожидать удара со спины. Друзья мои, конечно же, найден, наверное, один из самых главных плюсов этого города в нашем современном мире. Это чувство безопасности. Да, этот город можно оценить на 10 из 10 в плане безопасности. Как нам, в принципе, нам сказали, что здесь нету таких мест, да, где нельзя категорически гулять ночью, где тебя ограбят, где тебя уничтожат, я не знаю, где у тебя, ну, с тобой что-то случится. Если вы, друзья мои, живете в Ташкенте, и вы знаете такие места, и я глубоко заблуждаюсь, пишите о них в комментариях, но пока, на данный момент, все супер. Безопасность на улицах как столицы Узбекистана, так и других городов страны связана не только с огромным количеством полицейских патрулей на улицах города, но и с действительно суровыми наказаниями за нарушение правопорядка. Именно поэтому президентской резиденции и другим достопримечательностям города вряд ли грозит стать жертвами вандалов и воров. Ну что ж, друзья, добрались мы все-таки до необычной достопримечательности города, особенно с преимущественно мусульманским населением. Вот такой вот собор, который прозван в народе польским костелом. Да, действительно, архитектурно напоминает этот стиль. И мы пришли сюда ночью, на часах 2 часа ночи. И, конечно же, это место охраняет целый
отряд МВД, полиции. Пробраться сюда невозможно, и можно полюбоваться только со стороны, представляя, как замечательно он выглядит при свете дня. Фишкой ночного Ташкента можно считать не только возможности для приятной и безопасной прогулки по городу, но и наличие круглосуточных магазинов. Пока в Европе магазины прощаются с вами строго в 6-7 вечера, в Узбекистане остаться без крохи хлеба и без воды фактически нереально. Мы сейчас прибыли в местную пятерочку. На самом деле в Узбекистане есть своя сеть, называется «Корзинка». И эти супермаркеты работают круглосуточно. То есть всегда можно прийти и затариться даже ночью, как это делаем мы. Но если вы очень проголодались, а приготовить еду вам негде, не переживайте. Даже в 2-3 часа ночи некоторые кафе и забегаловки откроют для вас свои двери и накормят от души свежим шашлыком. Говядина, молотый. Конины нет? Конины есть. Несмотря на столь поздний час, мы оказались не единственными посетителями заведения. 15 минут, и нам приносят все лучшие яства узбекской кухни. Такой у нас сегодня замечательный стол. Лук. Вы думаете, с чем? Что за посыпка? Нет, это не радиация, все в порядке. Это выжатый лук, как оказалось, и он не пахнет. Что еще прекраснее на самом деле. Вот, то есть... паприка. Да. Вот, шашлык у нас сегодня разных видов, но конкретно сейчас пробуем конину. И вот такое интересное блюдо. Ханум. Ночь в столице Узбекистана оказалась не менее прекрасной, чем и проведенные здесь дни. А значит, приходит время покидать этот город. Такой разнообразный, гостеприимный и радушный, полный истории и особенного, неповторимого колорита, к которому, я уверена, захочется вернуться еще не раз. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео, или если после его просмотра вам захотелось посетить этот замечательный город. Ну а мы поехали изучать Узбекистан дальше. Пока-пока!